Друзья, всем привет! И мы продолжаем изготавливать угловой диван с механизмами Еврокнига. И в этом видео мы запорлоним каркас и пошьем чехлы на части дивана. На сиденьях и спинках будет 150 мм поролона. Нижний слой ST3538 толщиной 50 мм и верхний слой HR3535 толщиной 100 мм. Размечаем нужные нам размеры и вырезаем. При необходимости склеиваем. Поролон нарезан. Теперь клеим его на каркас. Начинаем со спинки. На верхнюю часть рамки клеим полоску 20 мм поролона. Затем на основание спинки сначала приклеиваем ST и на него уже HR. Обклеиваем спинку синтепоном, или, как в моем случае, это 100-й Asilex. Таким же образом обклеиваем сиденье. На царгу приклеиваем поролон 20 мм, а на сидячее место ST 50 мм и плюс HR 100 мм. С угловой частью схожий процесс, но здесь мы еще дополнительно на боковые части клеим поролон толщиной 10 мм.
Обклеиваем подлокотники. На задней части у нас будет 10 мм, на передней, внутренней, верхней и внешней части 20 мм поролона. Приступаем к снятию размеров для чехлов. Сразу оговорюсь, я не специалист в швейном деле, но для начинающих мои советы, возможно, будут полезны. Все чехлы будут состоять из 3 частей: основная и 2 боковые части. Так как все по-разному дают припуски на швы, я буду говорить, какой размер детали должен получиться в готовом виде. Измеряем высоту спинки. Она у нас 74 см, 72 см каркас плюс 2 см поролон. Длина боковой части чехла будет 73 см, минус 1 см. Толщина спинки 20,5 см, минус 1 см, получается 19,5. Соответственно, мы выкраиваем боковые детали, чтобы в готовом виде получился размер 73 на 19,5 см. Измеряем обхват всей спинки, он получился 190 см. Ширина основной части на сиденьях и спинках везде будет одинаковая, 78 см в готовом виде, как и ширина каркасов. Переходим к сиденью. Длина сиденья 83 см, 81 каркас плюс 2 поролон. Значит, длина боковой части чехла, соответственно, будет 82 см, минус 1 от общей длины. Измеряем обхват. Он у нас 165 см, ширина у нас остается 78, размер основной части чехла 165 на 78. Переходим к подлокотнику. Здесь на боковые части каркаса приклеено уже не 2 см поролона, как на сиденьях и спинках, а 3, поэтому части чехлов должны быть меньше не на 1 см, а на 1,5. Допустим, длина подлокотника 104 см, 101 см каркас плюс 3 см поролона. Значит, длина чехла будет 102,5 см. Ширина подлокотника 25 см, значит, на чехле в готовом виде будет 23,5 см. Выкраиваем наши детали. Кроить их нужно в одном направлении, как они будут находиться на собранном диване. Все основные большие части я крою вдоль рулона. Начнем со спинки. Вдоль рулона отмечаем 190 см и поперек 80 см. У меня будут припуски на швы по 1 см. В том же направлении мы выкраиваем боковые части и слегка закругляем 2 верхних и 1 нижний внешние углы. Подлокотник. По длине рулона отмечаем 104,5 см. Это будет длина подлокотника. И обхват подлокотника — это будет ширина материала. Переднюю вставку мы выкраиваем в том же направлении, а заднюю в противоположном. Повторяем процесс с сиденьем.
Переходим к шитью. Игла у меня стоит 120, нитка 30. При необходимости устанавливаем магнитное направляющее на расстоянии 1 см от иглы. Устанавливаю длину стежка 5 мм, складываем выкройки лицевыми частями друг к другу и начинаем шить с точным швом. В начале и в конце строчки ставим закрепки. Извиняюсь за мои операторские способности. При шитье часто неудачно был выбран ракурс, да и руками бывало закрывал весь процесс. Но поздно заметил это уже при монтаже видео. Поэтому досмотрите видео до конца, там я подробно покажу, как шить чехлы подобного типа. Как я и говорил ранее, все чехлы состоят из 3 частей: основная и 2 боковые части. Здесь при шитье следует обратить внимание вот на что. Когда вы пришили одну боковую часть к основной, вы должны померить расстояние от края боковой части до основной и перенести это расстояние на противоположную сторону. И вторую боковую деталь начинать пришивать с этой метки, иначе в противном случае у вас сместятся углы на чехле и они не попадут на углы на изделии. Желательно, даже я сказал бы обязательно, перед тем как отстрачивать чехол, нужно его примерить. Убедиться, что он плотно сидит, все углы находятся на своих местах. И если увидели какие-то недочеты, нужно исправить. С отделочным швом это будет гораздо сложнее. Таким же образом сшиваем детали подлокотника.
При сшивании деталей спинки нам нужно оставить в чехле промежуток, чтобы можно было одеть чехол на спинку. Для этого на боковой части от низа отмечаем 20 см, делаем надсечку и основную часть зашиваем только до этой метки. Когда все чехлы сшиты, приступаем к отстрочке. Для этого ставим лапку для отделочного шва и увеличиваем длину стежка. Я ставлю 7 мм. Отделочный шов будет идти по основным большим деталям, поэтому обязательно отсекаем на углах припуски боковых деталей. Так выглядит лапка для отделки. У нее есть ограничитель, который упирается в сточной шов, чтобы отделочный шов был равномерным. Я ранее говорил, что много неудачных ракурсов, поэтому здесь не буду ничего комментировать, а расскажу подробно в конце видео. Чехлы подобного типа относительно несложные по мебельным критериям. И если захотите повторить, вам нужно научиться сшивать две детали на прямых участках и участках с закруглениями. Если угол прямой, там еще проще. Чтобы подробно показать весь процесс, я выкрою две небольших детали. Одна будет с закругленными углами. Складываем детали лицевыми частями и начинаем шить. В начале шва обязательно ставим закрепку. Когда мы доходим до закругления, понемногу смещаем верхнюю деталь и выравниваем по нижней, в области иглы. Делаем один стежок и снова выравниваем. И так повторяем, пока не выйдем на прямой участок.
Таким же образом проходим второе закругление. В конце шва снова ставим закрепку. Отсекаем припуски и переходим к отделочному шву. Тут я не стал менять лапку и покажу на этой. Увеличиваем длину стежка и убираем магнит. Подворачиваем припуск в нужную нам сторону и начинаем шить. Не забываем ставить закрепку. Две детали натягиваем в противоположные друг от друга стороны, чтобы не было наслоения ткани. Здесь у меня ориентир край лапки. Он должен идти по сточному шву. На отделочной лапке мы равняемся по ограничителю. На закруглениях поправляем припуски, не забываем натягивать две детали и по одному стежку шьем, каждый раз выравнивая шов по лапке. Примерно так должны выглядеть швы изнутри. Теперь давайте посмотрим, как выглядят готовые чехлы на изделиях. Друзья, на этом я говорю вам до свидания. В следующем видео мы доделаем диван. Надеюсь, что это видео будет кому-то полезным. Всем пока!